Здравствуйте, друзья! Это видео будет интересным тем, кто любит красивые, долгоцветущие цветы, в частности розы, но не может за ними постоянно ухаживать. Наверное, это мечта каждого садовода – посадить многолетние растения, которые бы обильно цвели до самых морозов и особого ухода не требовали. Я, как и многие городские жители, не могу часто посещать свой загородный участок, но приезжая в свой сад, мне хочется видеть здоровые и цветущие растения, а не голые ветки и сплошное разочарование. Вы скажете, что такие завышенные ожидания к розам неуместны. Спешу вас обрадовать. К счастью, есть устойчивые сорта, которым не страшны проливные, затяжные дожди и длительный период засухи. Например, первая половина лета 2023 года выдалась очень дождливой. Большинство сортов роз, даже устойчивых к заболеваниям, сильно пострадали. Листва приобрела некрасивый вид с темными грибковыми поражениями. Цветы также пострадали от дождей. К сожалению, при такой погоде обработки не всегда помогают. Тем более, что времени на опрыскивание всех роз у меня не хватает. Так вот, из большинства сортов самой стойкой и обильно цветущей оказалась роза знаменитой немецкой селекции Cordes под названием Black Forest Rose. Если вы относитесь к ленивым или занятым садоводам, которые не желают постоянно ходить по своему участку с опрыскивателем, ведь растений в моем саду уже немало, и наслаждаться пышным цветением крупных, ярких, красно-малиновых соцветий, обратите внимание на этот сорт. Скажу честно, я перед этой розой даже чувствую себя немного неблагодарной, ведь за весь сезон я за ней практически не ухаживала, не поливала, ведь лето и так было дождливым. Подкормила всего один раз. К тому же муж, без моего разрешения, умудрился вокруг этих кустов разбить свой огородик с кабачками, листья которых от частых дождей покрылись мучнистой росой, картошкой и разной зеленью. Решил, что земля там намного лучше. Рассказываю это я все к тому, что кусты стойкой флорибунды Black Forest Rose смогли легко выдержать даже такую жесткую конкуренцию, не говоря уже о близком соседстве с ивой Мацудана, которая сильно разрослась и стала притенять своими извилистыми ветками мои розы. Я считаю этот немецкий сорт визитной карточкой и огромным достижением питомника Cordes. В нем мне нравится все, хотя запах у этой красивой флорибунды почти отсутствует, как и у многих немецких роз. Еще один небольшой недостаток в том, что она зацветает немного позже других сортов, зато цветет почти беспрерывно со второй половины июня до стойких морозов. Покупала я ее в 2021 году как невысокую розу для переднего плана, но после короткой обрезки отцветших веток она выдала мне несколько достаточно длинных побегов с большими соцветиями из множества ярких кружевных розочек. Заявленная высота прямостоящих кустов по описанию около 70 см и 1 метра. Прошу прощения, что не показываю растения в полный рост, так как не хотела высвечивать неприглядный вид рядом растущих овощей. Диаметр махровых цветов составляет около 5-6 см, но их в одном соцветии может насчитываться очень много. Их отличительная черта – ярких, неоново-красных, с малиновыми оттенками лепестках интересной закрученной формы. Что приятно, цвет не выгорает на солнце, а сами цветы не превращаются в пожухлые тряпочки на длительной изнурительной жаре. Что мне еще нравится, что лепестки до последнего прикрывают сердцевину с темными тычинками. И даже после того, как они начинают осыпаться, это не портит общую картину куста. Листва почти вся чистая, не пораженная, с красивым глянцем, даже без профилактических обработок. Не зря этот сорт отмечен многочисленными мировыми наградами и был удостоен отличительным знаком качества ADR. Если кому интересно, все награды сорта я выложу в описании к видео. Эту розу можно рекомендовать всем, даже неопытным и самым ленивым садоводам. Кстати, все свои розы на зиму я не укрываю. Мой сад находится в климатической зоне 5B, а зимостойкость сорта Black Forest Rose во всех источниках описывают как очень высокую, примерно до минус 29 градусов по Цельсию. К тому же ветки имеют не крупные, но острые шипы,
они прямостоячие и довольно жесткие. Уложить на землю для укрытия эту розу будет непросто. Садоводам северных регионов с очень морозными зимами поздней осенью лучше крону связать. После обмотать ее двойным слоем плотного спанбонда. Основание куста необходимо высоко замульчировать. Но я, к большому счастью, этим не занимаюсь. Еще одна немаловажная деталь. Высаживала я молоденькие кустики в 2021 году в разгар июньской жары. Уж так получилось. Все кустики отлично принялись и в тот же год зацвели. Но что самое приятное, соцветия держатся всегда очень долго. Розочки не страдают от частых осадков и постоянной жары. Даже несмотря на чрезмерную влажность в этом сезоне и отсутствие профилактических обработок, листья розы Black Forest Rose практически не пострадали. Этот сорт можно смело сажать в парадной зоне, он вас не подведет. Цветение очень яркое, пышное и длительное. Роза Black Forest Rose – настоящая, неприхотливая красавица и редкая труженица. Не успевает отцвести ее крупные соцветия, как она уже на других своих побегах раскрывает многочисленные бутоны. В общем, если вы не желаете тратить много сил и времени по уходу за розами, хотите иметь длительное и пышное цветение, чистые кусты без грибковых поражений с высоким иммунитетом и устойчивостью к самым неблагоприятным условиям, эта роза для вас. Возможно, у этого сорта очень яркие цветы. Такой броский цвет может кому-то не нравиться. Хотя окраска соцветий меня не смущает. Скорее наоборот. Кусты этой флорибунды видны даже издалека. Они всегда заставляют обратить на себя внимание. Крупные пышные кисти невероятно украшают сад, раскрываясь с небольшим перерывом с конца июня до глубокой осени. Жаль, что ароматом они не радуют. Смело покупайте эту суперстойкую, эффектную розу. Уверена, что вы нисколько не пожалеете и захотите ее размножить. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением или опытом об этом сорте. Я буду благодарна всем вашим советам, лайкам и комментариям. Не забывайте также подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. А если это видео было вам хоть немного полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч в нашем добром саду.